В Хабаровском крае есть село и военный городок Князеволконское. 10 октября там открыли новый мемориальный комплекс. Сыновья убитого на фронте сержанта зажгли вечный огонь. На заднем плане стена с фамилиями погибших, начиная с 23 года. Только на этом снимке видны 10 столбцов. В крайнем слева 33 строки. Со 2 по 7 и в 9 32, в 8 22, а в последнем 11. Всего 290 человек. Фамилии и инициалы тех, кто погиб в 22-м, размещены отдельно на 2 полукруглых обелисках. Там еще 132 военнослужащих. Не ясна логика архитектора. Зачем он их отделил? Но получилось символично. В Князеволконском находится пункт постоянной дислокации печально известной 64-й мотострелковой бригады. Именно к ней относятся увековеченные на мемориале. Это одно из тех соединений, которые действовали в Буче и Андреевке. Солдаты и офицеры, погибшие в первый год войны, с большой долей вероятности относятся к первоначальному составу соединения, который замешан в военных преступлениях, совершенных под Киевом в первой неделе вторжения. Сегодня поговорим о той бригаде и обсудим открытый мемориал и военные потери. Эта тема будет актуальной даже через годы после окончания войны, а сейчас тем более. Только прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании собраны бесплатные способы ускорения YouTube и обхода блокировки звонков в WhatsApp и Telegram. Спонсор рубрики MaxSwap. Они выпускают недорогие виртуальные карты, которыми можно расплачиваться за границей. В марте 23 года Хабаровский гарнизонный суд приговорил к 5,5 годам условно 22-летнего ефрейтора из 64-й бригады Данила Фролкина. Тот в разговоре с журналистами важных историй дал показания на командиров, виновных в грабежах и убийствах гражданских, в издевательствах над своими же подчиненными. В том числе указал на комбрига Азатбека Амурбекова, которому Путин в 22-м присвоил звание Героя России. Сам Фролкин сознался в убийстве одного мирного жителя. Но уголовное дело он получил, конечно, не за это, не за исполнение заведомо преступного приказа, что так-то предусмотрено Российским уголовным кодексом, а за распространение фейков о российской армии. Летом 22-го из 64-й бригады смог бежать другой военнослужащий, 27-летний Никита Чебрин. Он выбрался за границу и также дал показания о военных преступлениях. Тем же летом важные истории со ссылкой на источники из бригады сообщили, из соединения пытаются уволиться около 700 человек. При этом штатная численность мотострелковой бригады в среднем составляет примерно 3500 штыков. После понесенных потерь и того меньше. Некоторым тогда уволиться удалось. Это было очень сложно, но еще не невозможно. Контракты с Минобороны стали бессрочными и нерасторгаемыми только в сентябре 22-го. Боевой путь у 64-й бригады максимально бесславный. Преступления и бегство личного состава. И очень большие потери. Только по 2 фотографиям с мемориала можно насчитать 422 человека. Это не учитывая пропавших без вести и покалеченных. Однако командующей частью стал Героем России. Самой бригаде Путин вскоре после Бучи присвоил почетное наименование «Гвардейская». Теперь вот зажгли вечный огонь, а это совсем не заурядная почесть. Особенно для Хабаровского края, где «Газпром» прежде поддерживал постоянное пламя всего в 2 местах – в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Для понимания, в Князеволконском у мемориала павшим в Великой Отечественной войне никакого вечного огня нет. Он есть у памятника бригаде, которая прославилась на весь мир военными преступлениями. На местном канале архитектор мемориала поделился подробностями. Как постарались даже протектор на обуви скульптуры сделать максимально аутентичным. Как изучали современные нашивки. Но в эфире не прозвучало, почему у статуи, олицетворяющей вроде как героя, закрыто лицо. Кстати, маска на лице стала частенько появляться на современных монументах. Наравне с буквой Z и надписью «Быть воином, жить вечно». Вы сейчас видите обелиск из Перми. Вот снимок из города Михайловска, Ставропольского края. Качество не лучшее, но видно отдачу воинского приветствия изображению в маске. А здесь возложение цветов в Шацке Рязанской области. Маска, большая буква Z и слоган «Все на месте». Внешний облик всей этой новой монументалистики уже сам по себе будто кричит: что-то тут не так. Не ставят памятники героям в масках, закрывающих лицо. Но у местных чиновников вопросов не возникает. В любой стране у значительного числа граждан есть предрасположенность к криминальному поведению.
Большинство таких людей живут обычную жизнь, добросовестно работают, заботятся о родных, даже производят хорошее впечатление. По простой причине. Окружающая обстановка и общественная норма никак не способствуют раскрытию преступных наклонностей. Добродушный сосед, который всегда с вами здоровается и придерживает дверь, может оказаться сущим монстром, если его поместить в ситуацию, где нет ни норм, ни законов, а человеческая жизнь ценится не выше, чем пачка патронов. Например, если отправить его на захватническую войну. Лучше его туда не отправлять, тогда не совершит преступления, а сам останется жив и здоров. Проживет счастливую жизнь, не узнав, на какие ужасы потенциально способен. Огромное число людей могут также делать страшные вещи в силу банальной исполнительности. Например, исполнять заведомо преступные приказы и распоряжения. Эта проблема неплохо изучена, от книги Ханны Аренд «Банальность зла» до эксперимента Милгрэма, о котором у меня есть отдельный выпуск. Поводом для сегодняшнего разговора стал мемориал в честь бригады, которая с одной стороны замазана в крови безоружных людей, а с другой стороны понесла большие потери. И то, и другое теперь увековечено в камне и металле. Как к этому относиться? Я думаю, как к тому, чего не должно было случиться никогда. Мы по снимкам и стоп-кадрам насчитали на мемориале более 400 фамилий, и, вероятно, кого-то могли пропустить. Про каждого можно сказать, этот человек, скорее всего, молодой мужчина, и он не должен был погибнуть. Не в том смысле, что он чудесным образом разминулся бы с пулей, осколком или дроном камикадзе. Он вообще не должен был оказаться на территории другой страны, иначе как гость или турист. Эти люди не должны были ни погибнуть, ни убить, независимо от персональных особенностей каждого. Но должны были просто оставаться со своими семьями и быть на своем месте. Кто кадровый военный, тренироваться в родном Хабаровском крае. Кто мобилизованный или доброволец за выплату, тот даже в армии не должен был оказаться. В путинской системе работают два конвейера. Конвейер смерти и конвейер убийц. Первый выдергивает или выманивает россиян из мирной жизни и массово их убивает. Второй делает из граждан убийц. Делает как в широком смысле, так и в узком смысле слова. В первом случае солдат лишает жизни другого солдата в бою, что по международным нормам не считается преступлением, независимо даже от того, кто на кого напал. Однако, факт лишения человеком человека жизни никуда не девается от того, что формально это вроде как не преступление по международному праву. Один убит и не вернется, другой убил, и это уже тоже никак не исправить. Но еще есть насилие и убийство в формате военного преступления, когда жертва безоружна. Война – это огромная фабрика по производству таких преступников. Фабрика эта, повторюсь, в качестве сырья использует в основном обычных людей, которые в другой ситуации могли бы жизнь прожить, никому не причинив зла, и оставив после себя что-то лучшее, чем фамилия и инициалы на стрёмном памятнике. После почти 4 лет войны не возникло общественной дискуссии о конвейере, производящем убийц. И неудивительно. Инициировать такую дискуссию по нынешним временам значит получить уголовное дело. Попробуй скажи, что среди сотен фамилий на мемориале в князе Волконском есть те, кто совершил военные преступления. Это даже не одна статья, а дуплет. К фейкам об армии добавится оскорбление памяти защитников Отечества. Но вот разговор о конвейере смерти будто бы становится все более легитимным. Сложно отрицать действительность, когда физически разрастаются кладбища, возводятся все новые мемориалы. Далеко не всякий убитый признается таковым и увековечивается в граните. Но в 25-м даже от числа официально признанных погибших берет оторопь. Тут против путинской системы работает ее же характерная черта. Она маниакально зациклена на памятниках, очень любит их открывать и в данном случае возводит наглядные доказательства своих же преступлений против России и россиян. Еще в 24-м году наделал шуму один пост Владислава Шурыгина. Он больше завсегдатай пропагандистских шоу, чем Z-блогер. Однако, хоть подписчиков у него и около 160 тысяч, пост прочитали более 2,5 миллионов. Потому что попал в нерв. Когда человек по неосторожности сжигает гараж с 20 автомобилями на 100 миллионов рублей, его судят и сажают в тюрьму с обязательным присуждением выплаты ущерба. Когда же безграмотный командир бросает в атаку без всякой поддержки и замысла роту, и к вечеру от нее остается десяток бойцов, его в худшем случае обматерит прямой начальник, который сам, в свою очередь, воюет людьми, а не головой, и за неделю стачивает полк в ноль. Всякий новобранец, как пишет Шурыгин, может попасть к командирам, которые за полгода меняют по 2 состава своих частей и подразделений. Через год после публикации этот пост выглядит уже не как срыв покровов,
а как средняя публикация из провоенного телеграмма. Сейчас бы она и не разлетелась бы. Ведь сейчас сами власти на местах, в официальной обстановке, снимают ткань с очередного монумента. Воинские мемориалы с рядами фамилий буквально легитимизируют тезис: путинское государство со страшной скоростью убивает российских мужчин. В будущем, когда зоологичные вопросы не будут сажать на 8 лет, можно и нужно будет перекинуть мостик от одного к другому. Те самые командиры, описанные и Шурыгиным, и другими Z-блогерами, если они отдают преступные приказы на поле боя, убивая своих же собственные подразделения или соединения по несколько раз, то какие же приказы они могут отдавать по отношению к жителям захваченных городов и деревень? России придется либо усиленно забывать, либо очень долго рефлексировать этот факт. Руководством страны сотни тысяч людей были направлены без цели и смысла погибать в соседнюю страну, где убили и лишили здоровья сотни тысяч солдат армии дружественной нам страны, говорящих с нами на одном языке, и где убили множество мирных людей, которые просто жили рядом с границей с Россией, были уверены, что защищены со всех сторон, пока в их дома не пришла соседняя армия. Не было никакой причины идти на войну российским солдатам, если бы не блажь Владимира Путина, не его желание двигать стрелочки по карте, войти в историю, не его ни на чем не основанное желание воевать. У России и Украины были добрососедские отношения до тех пор, пока Путин не устроил эту безумную войну. Военные, оказавшиеся в Украине, не решали никаких задач, не защищали родину, не спасали сограждан. Они были отправлены туда просто из-за глупости и некомпетентности руководства страны. Их смерти абсолютно бессмысленны. Бессмысленность этих смертей, возможно, самое ужасное, что есть в этой всей ситуации. Когда все закончится, всякое может быть с этими мемориалами, в зависимости от веяния времени. Они могут остаться, может быть, их будут стыдливо закрывать строительными лесами, или как-то еще переделают, а может, даже вообще снесут. Но кладбища никуда не денутся. Кладбища, на которых лежат сотни тысяч людей, которые должны были жить и не должны были никого убить, но убили и сами погибли. До завтра.